США не допустят, чтобы Украина проиграла. Из Пентагона Путину отправили новые сигналы. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Польше американские солдаты потеряли контроль над разведывательным беспилотником. Куда направился дрон США? Место посадки было оцеплено. Расследованием инцидента занимается военная полиция. Российские оккупанты устраивают диверсии и убивают жителей Сумской области ради получения дипломов. Вони мали заходити на територію України і таким чином складати іспити випускні. Путин отпраздновал масштабную фальсификацию. Сколько миллионов голосов ему дорисовали на так называемых выборах? Слава России! Героям слава! Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. На авиабазе «Рамштайн» в Германии стартовала юбилейная 20-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины. Заседание проводит министр обороны США Ллойд Остин. У него это первая международная поездка в этом году. Я напомню, в январе Остин был госпитализирован из-за осложнений после операции по лечению рака простаты. В понедельник он прибыл в Германию и сделал ряд заявлений. Коалицию из 50 стран, которые поддерживают Украину, он назвал единым фронтом и пообещал дальнейшую поддержку Киеву. Рейтер сообщает, что глава Пентагона может столкнуться со скептически настроенной аудиторией в Европе. Американским лидерам становится все труднее ездить в Европу с заявлениями о том, что Соединенные Штаты преданы Украине в долгосрочной перспективе. Месседжи об этой долгосрочной финансовой, военной, экономической поддержке идут вразрез с реальными событиями и настроениями на капиталистском холме. В то же время один из сенаторов от Демократической партии считает, что если США и выделят дополнительную помощь Украине, то в этом году это никак не повлияет на обстановку на линии фронта. ВСУ смогут лишь незначительно оттеснить российские войска. В следующем, 2025 году должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит ВСУ установить огневой контроль над Крымом. Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров. Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу. Российские оккупанты значительно увеличили количество авиаобстрелов Украины в 2024 году. В украинском Минобороны заявили, что за 77 суток этого года россияне сбросили более 3500 авиабомб. В среднем 45 бомб в сутки. Это в 16 раз больше по сравнению с 2023 годом. Кроме того, россияне продолжают обстреливать украинские города из артиллерии. Лишь за минувшие сутки 120 населенных пунктов оказались под огнем россиян в Черниговской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Сумской областях. И в частности в Сумской области 81 населенный пункт обесточен из-за обстрелов. Украинские военные аналитики говорят, что этот регион российские войска превратили в свою тренировочную базу и место сдачи экзаменов. Я вже розказував кілька тижнів тому, що російських ГРУшників, випускників військових вузів скеровують і направляють на Сумщину, тобто вони мали заходити на територію України і таким чином складати іспити випускні. Тобто так їх навчають. Зараз так само фіксується диверсійна діяльність ворога, там ідуть сутички постійні. Наші бійці працює прикордонна служба, Нацгвардія, наші інші підрозділи Сили територіальної оборони, які діють на відсіч ворогові, тому що вони намагаються там прориватись, ведуть розвідку боєм і так далі. Тобто це те, що на сьогоднішній день фіксується. В деяких випадках є дистанційне мінування, те, що я можу розказати. З точки зору концентрації і збільшення сил на цьому напрямку з боку Росії не можна сказати, що вони виросли.
Лидер Китая Си Цзиньпин уже в мае отправится во Францию на встречу с Эммануэлем Макроном и попытается убедить Европу пригласить Россию на саммит мира в Швейцарии. Об этом пишет «Политика». Поездка товарища Си станет первой поездкой в Европу после начала пандемии. И по информации издания, Пекин стремится к новому витку в отношениях КНР и ЕС. При этом лидер Китая будет настаивать на том, что Москва должна присутствовать на саммите, где будет обсуждаться дальнейшая судьба войны в Украине. В противном же случае Пекина на этом мероприятии тоже не будет. Сейчас Украина ведет активную работу по привлечению Китая к этой конференции. Для нас будет важным, если Китай будет там. Конечно, будут успехи, если приедет Си Цзиньпин, но сейчас речь идет о министре иностранных дел, который мог бы быть наблюдателем или даже участником конференции. Это, кстати, один из вариантов такого участия. Для Китая важно, чтобы их позиция была отображена в итоговых документах, чтобы оставался сухой остаток в виде достижений дипломатии Китая и миротворчества. В Киеве уже высказывались по поводу участия россиян в глобальном саммите мира и говорили, что рано или поздно представителей Кремля пригласят. Украина имеет очень четкую позицию, и она не меняется, несмотря на те заявления, которые звучат. Кстати, их не так много, но они действительно есть, что Россия уже на нынешнем этапе должна участвовать в каких-то цивилизованных форматах. Россия, которая нарушает абсолютно все международные правила, в том числе Устав ООН и гуманитарные нормы поведения, точно не будет на первом инаугурационном глобальном саммите мира. В Турции тем временем говорят, что война РФ и Украины – война на истощение, и есть риск распространения этого конфликта. В ближайшее время, по заявлениям главы МИД Турции, ситуация не улучшится. Прежде всего, мы являемся одной из стран, которые призывают к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества. Сохраняется риск распространения войны. Мы обеспокоены этой ситуацией. Существует риск распространения войны на регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия. Европа должна быть больше обеспокоена ситуацией в Украине, чем мы. А Путин и не против затяжной войны, считают аналитики Американского института изучения войны. И якобы рекордная явка на так называемые выборы президента и победа Путина с невероятным результатом – это информационные усилия Кремля для оправдания долгосрочной оккупации украинских земель. Пишут аналитики и считают, что результат голосования, согласно которому Путин набрал больше 87%, фальсификация. Новая газета «Европа» и «Важная история» выяснили, что российский диктатор получил не менее 20 миллионов голосов с помощью фальсификаций. К такому выводу пришли благодаря методу математики Сергея Шпилькина, когда сопоставляется распределение голосов за разных кандидатов с явкой на каждом отдельном участке. То каждая точка – это УИК. Они расположены по порядку номеров, то есть это соседи. ЦИК так нумерует свои участки, что они оказываются рядом с одинаковыми номерами. А потом вышестоящая комиссия задает план. Вот, допустим, ТИК Новокузнецка дала план 50%. И они сделали. И все как один. Все, каждый УИК, да, у всех одинаковый результат. У всех одинаково, так не может быть. Да. Если вот у соседей в Прокофьевске есть разброс, у соседей слева в Новокузнецке есть разброс, то в Новокузнецке нарисовано по линеечке, не отрывая пальца от калькулятора. От 22 до 31 миллионов – это массовая фальсификация, это массированное преступление. Как говорится в законодательстве, невозможно установить волеизъявление граждан, и в таких случаях выборы вообще должны отменяться. Это все-таки треть и это идеальные условия. Путин, конечно же, ничего не отменил, наоборот, собрал россиян на Красной площади, чтобы поблагодарить их за то, что они годами ведутся на эти схемы. Некоторые россияне дали свой ответ. Слава России! Героям слава!
Американские солдаты потеряли контроль над разведывательно-ударным беспилотником МК-9 «Риппер» в Польше. Все произошло в понедельник вечером в районе базы ВВС в Мирославце. В главном командовании вооруженных сил заявили, что ожидают аварийную посадку. По данным ведомства, дрон не нес на себе боезаряда и выполнял ежеквартальные тренировки. Напомню, что эти БПЛА находятся в Польше с февраля прошлого года. На них возложена функция разведки в связи с войной в Украине. На данный момент бесконтрольного «Риппера» в небе Польши уже нет. Известно, что спустя час после первых сообщений о потере контроля над этим БПЛА дрон оказался на земле. Аварийная посадка беспилотника вооруженных сил США произошла в районе города Мирославец. Приземление осуществлено в соответствии со всеми процедурами и в безлюдной зоне. Место посадки было оцеплено. Расследованием инцидента занимается военная полиция. Уже в конце этой недели на карте мира может появиться новая горячая точка – война Армении с Азербайджаном. Неизбежно в такой ближайшей перспективе, считает армянский премьер Пашинян. Дело в том, что процесс делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном переходит в практическую фазу. Баку говорит: давайте взаимно освободим основные территории населенных пунктов, а затем начнем обсуждение вокруг жизненно важных территорий, деревень и населенных пунктов. Мы же настаиваем, что село – это не только его административная часть, но и территории, необходимые для жизни, и обосновываем нашу позицию. Суть нашей политики заключается в том, что мы должны предотвратить войну. Мы не должны позволить войне начаться. И это также причина, по которой мы решили уточнить границы Армении в этих районах. В Азербайджане тем временем уверяют, что Баку и Ереван договорятся. Несмотря на эти заявления, миру явился и комментарий той, чье мнение не спрашивали. Мария Захарова решила заявить, что ни она, ни Россия ни при чем. Заявление Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном не связано с Россией. Это компетенция властей в Ереване и результат их консультаций с Западом. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.